Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем говорить о рынке жилой недвижимости города Одесса. Конечно же, подведем итоги с цифрами, бла-бла-бла не будет. Будем говорить о том, что произошло за период 1 месяц, то есть это колебательные процессы длиной в 1 месяц. Сравнивать будем, естественно, что там у нас май с июнем. И в конце видео будем говорить о тенденциях на рынке жилой недвижимости. Это долгосрочные процессы, которые я наблюдал на рынке в 12 месяцев, то есть, друзья, целый год. Вот через призму времени и цифр попробуем с вами разобраться, что же происходит. Ну, сразу же могу сказать, что вот как мир сошел с ума, так и одесский рынок жилой недвижимости 2 месяц подряд показывает незначительные динамику роста. Но об этом будем говорить подробнее, досмотрите до конца. И, конечно же, в конце видео сделаем прогнозы среднесрочные о том, что будет происходить с рынком жилой недвижимости. Друзья, смотрим подготовленный мною материал. Постараемся вместе с вами разобраться с процессами, которые я наблюдал благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Итак, друзья, перед вами карта Причерноморского региона, куда входят 3 крупных областных города-центр, город Николаев, Одесса, Херсон. Сегодня мы говорим о городе Одесса. Здесь сводные данные, друзья, то есть то, что произошло в течение месяца по первичному, вторичному рынку и также в разрезе классификации. Давайте подробно расскажу, что же все-таки здесь я, так сказать, какие цифры нарисовал. Итак, население довоенное, это очень важно, друзья, и кто живет в Одессе, прошу, напишите, сколько на сегодняшний день жителей в Одессе, больше, чем до войны или меньше. До войны официальная статистика была 993 тысячи, то есть это почти город-миллионник был. Я все-таки предполагаю, что сейчас, друзья, население уменьшилось 1200, наверное. Но это с учетом того, что в армию забрали достаточно много людей. Кто-то уехал из страны. Но сейчас единственное, что сезон, возможно, приехали именно туристы, отдыхающие, за счет этого не сильно как бы заметно, да, количество коренного населения, но я все-таки предполагаю, что осталось 1700. Кто из Одессы, напишите визуально, насколько вы можете, так сказать, оценить, больше людей стало или же меньше. Это очень важно. Почему? Потому что мы говорим о рынке недвижимости жилой. Естественно, в квартирах живут люди. Нет людей, нет квартир. Ну, или точнее, квартиры не нужны становятся. Следующий показатель, который характеризует состояние рынка, количество предложений, которые были зафиксированы мною и компанией Olymp Consulting на рынке жилой недвижимости. Это первичный, вторичный рынок. То есть видим 37 300 объектов жилой недвижимости было выставлено в июне месяце, что на почти 1%, или точнее плюс 0,8% больше, чем это было, соответственно, в мае месяце. То есть традиционно желающих продать больше, чем желающих приобрести. Ну, о количестве, кстати, продавцов поговорим в конце видео. Официальную статистику покажу, правда, по всей Украине, а не по городу Одесса. Социальное жилье, стоимостной показатель, вырос с какого-то перепуга плюс 0,27%. Напомню вам, что 3 месяца мы наблюдали, февраль, март, апрель, незначительное снижение. И я говорил, что, друзья, возможно, это уже тренды. Почему? Потому что все говорит о том, что стоимость должна снижаться. Но вот тут 2 месяца, май и июнь, мы увидели опять колебательные процессы в сторону увеличения. Поэтому я называю с какого-то перепуга. Абсолютно необоснованно поведение рынка жилой недвижимости, я так предполагаю. Дальше, друзья, социальное жилье, аренда. Здесь мы сравниваем квартал с кварталом. Естественно, это был первый квартал. С вторым кварталом рост аренды на 2,44%. Это достаточно много. Но это типичное поведение аренды во всех прифронтовых городах. Я уже вот со всеми общался, кто меня там писал. Действительно, прифронтовые города, они показывают бурный рост аренды, но о нем будем говорить чуть позже. Друзья, квартиры эконом-комфорт бизнес-класс, это также вторичный рынок, подорожали на 0,51%.
Переходя к первичному рынку, мы видим, что динамика остается положительной, то есть незначительная динамика роста. Первичный рынок квартиры эконом-класс подорожали на 0,31%. Друзья, напомню вам, что первичный рынок – это квартиры, которые не сданные в эксплуатацию. И не факт, что компания-застройщик сможет это, так сказать, мероприятие закончить успешно. Поэтому риски здесь очень и очень огромные. Первичный рынок комфорт бизнес-класс также показал нам рост 0,41% за месяц. Ну и первичный рынок квартиры элитного класса, видим, также динамика положительная, за месяц рост плюс 0,35%. Итак, друзья, от обобщенных вот этих данных будем переходить к декомпозированным. Хочу напомнить вам и немножко, так сказать, отвлечь от цифр. Я применяю методологию научную в своих исследованиях и хочу напомнить, что был такой в известном, так сказать, там роман, наверное, да, или, наверное, роман все-таки, где Шерлок Холмс, известный расследователь, также и расследовал сложные убийства и преступления, используя метод дедукции. Вот я вам сейчас его демонстрирую. Я не занимаюсь расследованиями, я исследую рынки, но суть остается та же самая. Что такое метод дедукции? Это когда от общего переходим к частному. То есть Шерлок Холмс сначала осмотрел общую картинку преступления, причем достаточно внимательно, потом переходил к деталям. То есть уже мотивы искал, ну и так далее. И достаточно успеваемость, раскрываемость, точнее, у него была высокая, ну, судя по роману. Итак, здесь я вам показал метод дедукции. Теперь будем переходить от общего, вы общую картинку уже увидели, к декомпозированным данным по каждому сегменту рынка недвижимости, первичный, вторичный, и по каждому классу. Переходим к квартирам, социальное жилье. Перед вами карта, вторичный рынок. Что бросается в глаза, друзья? Период исследования – это колебательные процессы длиной в 1 месяц, май с июнем сравниваем. Видим, что наибольше всего подорожало за 1 месяц в Пересыпском районе. Да, Пересыпский район плюс 0,33%. Ну, здесь самое недорогое или бюджетное жилье, то есть здесь спальный массив Котовского, не знаю, там сейчас его переименовали как-то. Потом идет промзона. В общем, здесь самое бюджетное жилье. И дорожает оно, как и дешевеет, наибольше всего. Плюс 0,33% в данном случае подорожало. И меньше всего подорожало в Приморском районе. Плюс 0,23. Напомню, мы говорим о социальном жилье, вторичный рынок. Следующий слайд посвящен аренде. Очень быстро пройдемся. Красный шрифт вот здесь. Это подытоживающие данные. Социальное жилье, город Одесса. Сравниваем квартал первый со вторым кварталом и видим рост здесь в целом по городу плюс 2,44% за квартал, ну или за 3 месяца. Следующий, друзья, слайд посвящен тому, что произошло в течение 4 лет войны, и сколько там у нас уже 7 месяцев, да, или 6, то есть, ну, можно смело говорить, что полгода, да, полгода. То есть 4,5 года. Что же произошло с рынком жилой недвижимости на примере класса социальное жилье? Самый большой класс рынка, который эксплуатируется в Украине, город Одесса не исключение. Итак, давайте посмотрим, что в марте месяце 2022 года, начало войны у нас 2022 год, 24 февраля. Стоимость данного класса жилья составляла $804. Ну и видим, как первый год войны недвижимость достаточно дешевела, быстро, порядка 9, наверное, там чуть больше процентов пересчитать можете, рэперные точки присутствуют. Второй месяц, год, я прошу прощения, войны ознаменовался тем, что рынок недвижимости практически не показывал нам динамики снижения, и даже в какие-то кварталы был небольшой рост. Ну, вот это вы тоже можете посмотреть. То есть, в принципе, ничего не произошло на второй год войны, хотя экономика разрушалась, друзья. И наиболее частый вопрос, который
я, так сказать, получал от своих контрагентов, люди, которые работают в финансовых учреждениях: Андрей, что происходит с рынком, почему рынок недвижимости не показывает динамику снижения. Третий год войны, друзья. Здесь мы увидели снижение достаточно такое значительное, порядка там 11 или 13% было. И вот четвертый год войны показал нам, что это 2025 год, напомню вам, что стоимость квадратного метра медленно, уверенно с февраля месяца начала расти и росла до февраля, кстати, 2026 года. Вы можете вот здесь увидеть, то есть с какого перепуга не знаю, но мы фиксировали, наблюдали, и я вам показываю динамика роста. Ну и, так сказать, с февраля уже 2026 года мы видели 3 месяца снижения стоимости. И я говорил, что это, наверное, тренды на понижение. Но вот видим, что май и июнь также показали динамику роста. Но, друзья, я это все о чем говорю? Для того, чтобы вы понимали, что происходит с рынком недвижимости, вам совершенно точно надо задавать правильный вопрос. Корректно это звучит так. Я хотел бы узнать, что произошло с рынком недвижимости, и период сравнения должен быть, если мы возьмем, допустим, 2024 год, декабрь, с сегодняшним, это июнь 2026 года, то, конечно, вот здесь даже визуально вы можете увидеть, что стоимость недвижимости выросла. А если мы говорим о начале войны, то вот здесь внизу табличка Excel посчитал за нас. Начало войны $804 за квадратный метр. Шестой месяц 2026 года, это июнь месяц, $734 за квадратный метр. Снижение минус 8,71% за 4,5 года войны. То есть именно так себя ведет рынок недвижимости. Я это уверенно могу, так сказать, утверждать, в отличие от риэлторов, которые там занимаются продажами. То у них все пропало, рынок обрушился, теперь они во все кричат, что вот рынок растет. Ну, мне пишут просто, я не голословно говорю, что ты все обманываешь, как пирожки покупаются квартиры. Ну, для того, чтобы обманывать, не обманывать, то есть сказать-то можно сам дурак, но при этом ничего больше, так сказать, из себя не выдавив умного. А я в конце видео покажу вам количество квартир по всей Украине, которое было куплено, и сравним с начала войны, для того, чтобы было понятно, что происходит с недвижимостью. Ну, не голословно, понятно, как пирожки покупаются квартиры. Вот мне всегда это, извините, жлобское выражение, как пирожки. Так, может, ребята, вы лучше и пирожки продавали, действительно, а не говорили о рынке недвижимости. Но это так, я в суе почему-то вспомнил. Давайте следующий слайд. Здесь очень быстро пройдемся по эконом-комфорт бизнес-классу. Вторичный рынок в разрезе административных районов. Он вырос на 0,51%. В абсолютных цифрах по админ-районам можете посмотреть. И рост по админ-районам также уже в процентном соотношении. Следующий слайд. Здесь первичный рынок квартиры эконом-класс. Видим, что рост плюс 0,31%. И в абсолютных цифрах можете посмотреть стоимость квадратного метра. И также можете посмотреть стоимость, как выросла в процентном соотношении, также по административным, конечно же, районам, друзья. И следующий слайд, мы будем говорить уже о первичном рынке квартиры комфорт бизнес-класс, которые также выросли на 0,41%. Здесь вы можете это все увидеть в абсолютных цифрах. Стоимость квадратного метра, она достаточно сильно отличается в зависимости от локации. Ну и рост в процентном соотношении за один месяц. Следующий, друзья, слайд, последний, где мы говорим о колебательных процессах длиной в один месяц. Это первичный рынок, элитный класс. Прошу обратить внимание, только в 2 административных районах компании-застройщики строят квартиры подобного класса, то есть с техническими характеристиками, которые соответствуют классу элит. Это Киевский район, центральная часть, ну и Приморский – это центральный район. Стоимость квадратного метра отличается даже одного класса в зависимости от локации. Динамика роста также можете посмотреть в процентном соотношении. Ну и, наверное, друзья, переходим уже
к самому такому интересному слайду. Это что произошло за год. Точнее, это традиционный слайд, который я на протяжении многих лет вам показываю, что произошло за год. То есть говорим о тенденциях за год. Первый слайд говорил о тенденциях за 4,5 года войны, и там тенденция к уменьшению стоимости присутствует. А вот за год мы видим, что стоимость, в общем-то, выросла на 2,66%. Период сравнения был у нас июнь 2025, это $715 за квадратный метр. Мы говорим о классе социальное жилье. И июнь 2026 года это $734 за квадратный метр, что показало динамику роста, еще раз повторюсь, плюс 2,66%. Также, друзья, здесь индекс положительный, единичка, запятая 0,27. Ну, немного, так сказать, рекламы. Расскажу вам, что такое индекс. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. Ну, в данном случае класс социальное жилье. Считается он просто, если у вас есть статистические данные. На примере данного графика рисунка показываю 734 делим на 715 и получаем динамику роста в годовом измерении в процентах плюс 2,66%. Или вот этот отрицательный, вернее положительный индекс единичка, запятая 0,27. Друзья, я знаю, что меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях Украины. Это управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому синергия наших с вами знаний поможет и вашему сложном бизнесе, и мне развиваться, заниматься наукой, ну и также компании Alim Consulting. Для того, чтобы меня найти, в описании канала есть Viber телефончик, там 2 телефона. Есть Киев-Старовский, есть WhatsApp, кипрский телефон. Ну, кому удобнее, тот, в общем-то, сможет найти меня или списаться, или созвониться. И составим техническое задание по всей недвижимости, которая находится у вас в залоговом портфеле. И вы будете раз в квартал получать исследования с графиками, с картами, где будете видеть, вот как на примере этого графика рисунка, что происходит с недвижимостью. Растет она в стоимости или же снижается. Еще раз напомню, синергия наших знаний. Вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Итак, друзья, это была реклама, без нее никак нельзя. Запомнили цифры, что на 2,5% за год выросла стоимость квадратного метра. Ну, здесь 2,66, можем округлить 2,5%. И вот этот график достаточно интересный, вернее слайд. Здесь мы сравним рынок аренды. Вверху, повторяться не буду, это рынок предложений. Квартиры выставлены для продажи. Это не транзакции, а именно предложения. 73 тысячи, помните, я вам говорил, выборка достаточно большая, то есть это называется не ретроспективно, слушайте, заговариваюсь жарко, выборка репрезентативная. И, естественно, ну, 73 тысячи, кто знаком со статистикой, тот может, в общем-то, себе представить объем данных, которые обрабатывает Alim Consulting. Это программный продукт, автором которого я являюсь, у меня есть и авторское право на него, естественно, патент. Так вот, работая с большими цифрами, я также выборка однородна, в разрезе классов вам рассказываю, и сегментов рынка недвижимости, что происходит, то есть первичный, вторичный рынок. Это позволяет, у меня есть уникальная возможность, так сказать, получать данные, рыночные данные о стоимости квадратного метра с минимальной статистической ошибкой. Итак, увидели, что на 2,66% за год рынок вырос по предложениям. А вот здесь предложения на рынке аренды. И здесь внизу смотрим, уже сравниваем, естественно, июнь, месяц 2026 года прошедший, с июнем 2025 года. И вот здесь мы видим, друзья, в целом
рост аренды на 6,32%. Здесь есть в долларах, курс Национального банка я перевел, так и есть в гривнах. Аренда, естественно, друзья, сразу скажу, в гривнах, но она привязана к доллару. Поэтому с учетом того, что можно было сравнить вторичный рынок, социальное жилье, здесь все в долларах продается. И аренда, данный класс, также в долларах показал нам, подумайте только, 6,32%. То есть здесь рынок растет на 2,5% или 2,66% по предложению, а по аренде это 6,32%. Понятно, что это не чисто операционный доход, здесь надо вычесть амортизацию, налоги, в общем, ну и в итоге вы получите, ну, я думаю, что процентов 5 вы получите, все равно это очень выгодно. Почему? Если, предположим, у вас есть 10 тысяч долларов, и вы пойдете в этот самый, чуть не сказал, в казино, но это похоже на правду, да, пойдете с этими деньгами финансовое учреждение и, так сказать, откроете депозит в валюте, в долларах, то вы увидите, что максимально там процентная ставка 1,5%, но, скорее всего, это будет 1%. То есть с 10 тысяч долларов вы в течение года получите пассивного дохода 100 долларов. То есть это ни о чем. А вот если у вас квартира есть, конечно, за 10 тысяч вы ее не купите, но в Одессе можно тысяч за 25, наверное, за 30 купить квартиру, то вы будете получать пассивный доход порядка 5% в годовых. То есть это, ну, вполне себе с точки зрения логики очень даже неплохо. Я никого не призываю ни продавать, ни покупать, ни сдавать в аренду. Я просто делюсь с вами цифрами и логикой того, что происходит с рынком жилой недвижимости по предложениям квартиры на продажу выставленной и по предложениям квартиры, выставленной на аренду, для аренды. А следующий, друзья, слайд. Здесь мы с вами очень быстро проговорим. Помните, я вам рассказывал про вот эти, так оно мне не нравится, извините. Ну, вот это жлобское, как оно, выражение, квартиры продаются как горячие пирожки. Ну, человек явно говорит, причем это многие, я не знаю, они как под копирку, может, это боты какие-то, хрен его знает. Ну да, ников нет, то есть, ну, предположим, что это живые люди, да, но вот это жлоб дела эти прям, ну, ну, это такое дело. Давайте поговорим о пирожках. Квартиры с пирожками сравнивают, да, ну, это вот эти жлобы сравнивают. Общее количество транзакций в Украине, друзья, здесь все, и договора купли-продажи, и дарения, и так далее. Структуру мы разберем. В 2025 году, это официальная статистика на сайте Минюста, 378 250 объектов недвижимости было отчуждено, то есть изменение прав собственности, что на 9,2% меньше, чем за 2024 год. Но, друзья, нас интересуют договора купли-продажи квартир и жилых домов. Вот видите, я здесь красным это выделил. Давайте именно об этом сегменте поговорим. Здесь действительно на 15% рынок стал активнее. 205 616 квартир в целом по Украине было продано, соответственно, куплено. При этом, друзья, еще хочу обратить ваше внимание, договора, вот видите, другие договора отчуждения недвижимого имущества, это коммерческая недвижимость. Также рынок по продажам коммерческой недвижимости вырос на 15,9% и составил 42 083 объекта коммерческой недвижимости. Друзья, ну вроде бы да, на 15% вырос. Но это не горячие пирожки. Почему? Потому что, так, чтобы было понятно, к сожалению, сейчас не даются в разрезе Одесской области. Раньше Минюст нам это давал. Сейчас они посылают нас нафиг и говорят, мы тут это самое страну защищаем, а вы к нам, ну вы, я имею в виду общественную организацию, которую я представляю, к нам пристаете с какими-то глупыми письмами, а дайте нам, а да покажите нам. Ничего мы вам не покажем. Ну вот, ну в целом по Украине, слава богу, еще эта статистика есть. Так вот, вы просто, чтобы понимали, в Украине на сегодняшний день, ну, по неофициальным данным, где-то порядка 25 миллионов людей, так сказать, проживает. Сюда и старики входят, и молодежь, понятно, и дедушки, там, бабушки и так далее. То есть страна в размерах уменьшается, как шагреневая кожа по территории, и уменьшается также по количеству населения. И все равно 205 тысяч на
Пускай это уже официальная статистика, там порядка у нас получается 13 миллионов, это экономически активное население, там чуть больше. Ну, что такое экономически активное население? Это люди, которые способны зарабатывать. Предположим, что это потенциальные покупатели. И вот на 13 миллионов всего лишь 205 тысяч, мы сейчас говорим 13 миллионов в целом по Украине, это тоже 205 тысяч было куплено. Посчитайте в процентном соотношении, кто сможет. И вам станет все ясно, что происходит с рынком недвижимости. Но, друзья, давайте все-таки мы посмотрим, что произошло с начала войны, с активностью, и сравним с сегодняшним днем. Итак, 21 год, 2021 год, говорим только о договорах купли-продажи квартир и жилых домовладений. 372 725 объектов жилой недвижимости. И, повторюсь, в 2025 году это 205 616 объектов жилой недвижимости, что на 45% меньше, чем довоенный период. То есть ровно, ну не ровно, но почти в половину, друзья, рынок недвижимости просел. А вы, это я к тем обращаюсь, товарищам, которые мне писали про горячие пирожки, которые там кто-то у кого-то покупает в виде квартир. То есть выводы сделать вы сможете, так сказать, без меня, разобравшись вот с этими данными. И в конце давайте очень быстро покажу еще занимательная такая математика. Здесь я вам, кстати, эту информацию вы не найдете нигде, кроме как у меня. Я это не хвастаюсь ни в коем случае. С 2017 года, вот с этого периода, Минюст стал публиковать официальную статистику о количестве транзакций по Украине. Вот весь этот период с 2000 года общественная организация Лига экспертов получала информацию по письму, мы писали письмо, нам там кто-то посылал нафиг, потом в итоге присылали эту информацию. То есть эта информация находится у меня в печатном виде, больше вы ее нигде не увидите. Кроме нас, никто в те далекие времена не освещал рынок недвижимости по активности продаж, друзья. Итак, очень быстро, смотрите, 2000 год, 470 901 квартира была продана. Дальше, напоминаю вам, что 2008 год начался кризис мировой, финансовый, именно с ипотеки, с рынка недвижимости в Соединенных Штатах Америки. Видите, как выросла активность по продажам? Ну и, конечно же, то есть это пик 2008 год. И, конечно же, как только начался мировой экономический кризис, рынок недвижимости по активности, так и по стоимости, это еще один показатель, который характеризует, так сказать, состояние рынка недвижимости. Пошел вниз до 2000, друзья, какой это у нас год? 2011 года. С 2011 по 12, по 13 год это такие микро, назовем, циклы. Если вот это один большой незаконченный цикл, то это микро такие циклы внутри вот этого одного большого, ну видите, всего лишь 3 года рынок недвижимости стал оживать. 490 тысяч, здесь видим, в 2013 году было куплено квартир, стоимость росла. Я в те времена был достаточно популярный спикер, мне приглашали практически все центральные каналы Украины, я с такими же графиками показывал, что происходит по всем показателям рынка недвижимости. Так вот, друзья, в те далекие времена мы думали, что рынок недвижимости восстанавливается, но вспомним 2013 год, что это такое? Так это ж Крым не наш, а это ж, друзья, что там, начало войны на востоке Украины, да, ну и, соответственно, видим, что рынок недвижимости опять пошел вниз. По основному или одному из основных показателей, это показатель, характеризующий активность. Дальше, друзья, мы опять видим такие колебательные процессы роста до 2021 года. Это 577 338 квартир было куплено. И 2022 год, друзья, напомню вам, война началась именно в этот 2022 год. Мы видим, вот как рынок недвижимости по активности топчется на одном месте. Чуть снизился, чуть поднялся немножко. То есть это вот такое топтание будет порядка еще 10 лет, я предполагаю. И никогда по активности рынок не сравнится ни с 2022 годом, ни с 2000, ну и, конечно же, не с 2008 годом. То есть вот такую активность мы будем наблюдать в период войны. А война, друзья, будет длиться долго, только по косвенным причинам, которые я могу
так сказать, видеть, что Евросоюз продлевает для беженцев этот временную защиту до 2028 года. То есть это вот 2 года будет идти. Потом готовится к большой войне с Российской Федерацией или Российская Федерация готовится, неважно, с Евросоюзом. Там это еще будет процесс длиться. Ну, то есть это достаточно, как оно, страшно подумать, сколько времени человечество вместо того, чтобы созидать, будет выяснять отношения, кто кому, так сказать, Рабинович. То есть мы будем видеть, как деградирует экономика Украины и как деградирует рынок недвижимости по всем его показателям. Итак, друзья, все. Переходим уже, так сказать, к прогнозам. Что я по поводу прогнозов, друзья? Ну вот смотрите, кто-то на кофейной гуще гадает, да, кто там на картах там, ну сейчас же модно это. Я применяю, опять же, напомню вам, научную методологию в своих прогнозах. То есть это метод многофакторного анализа. То есть я смотрю на рынок недвижимости через призму статистических данных состояния экономики. Это тоже индексы, которые есть в открытом доступе. Там есть порядка 10 индексов, которые очень тесно коррелируют или связаны, плотная обратная связь с индексом рынка недвижимости, который, похоже, компания Lim Consulting и я, ваш скромный слуга, одни делаем в Украине. Не, еще служба статистики делает это индексы, но там совсем другая история, те индексы ни о чем. Так вот, я предполагаю, видя, как медленно и уверенно умирает экономика, есть такое дефиниция такая. Внутренний валовый региональный продукт Одесской области в открытом доступе. Посмотрите, сравните то, что было до войны, то есть то, что сейчас. И вы поймете ужас ситуации. Соответственно, рынок недвижимости должен вести себя таким же образом. Я предполагаю, что все-таки вот эти 2 месяца, 3 месяца, помните, я вам говорил, февраль, март, апрель, снижение стоимости было недвижимости. Теперь май, июнь, рост незначительный, но это в рамках колебательных процессов. Я все-таки предполагаю, что до конца года мы будем видеть незначительное снижение стоимости. Это очевидные для меня вещи. Возможно, это будет незначительно, но это все-таки будет снижение. Это объективная реальность, друзья. Как вы лето закончится скоро, начнется зима холодная, без, так сказать, света, воды и всего остального. То есть каменные джунгли рынка недвижимости на сегодняшний день в больших мегаполисах, они ну, не способствуют, так сказать, нормальной, адекватной жизни нормального человека. То есть, почему? Потому что без света, без воды, естественно, недвижимость превращается в каменный мешок, в котором очень сложно выжить. Поэтому я предполагаю, что, друзья, все-таки до конца года мы будем видеть незначительную динамику снижения. Если сейчас мы зафиксировали 2, там, по-моему, 30% в годовом измерении роста, то к концу года, это еще 6 месяцев, я все-таки предполагаю, что мы где-то выйдем, может быть, незначительная динамика снижения 0,5% будет, может где-то будет в районе, там, я не знаю, ну, больше процента точно не подешевеет. Почему? Потому что, ну, вот такие качели мы видим. То подорожало, то подешевело. Будем смотреть, друзья, наблюдать. Время пройдет быстро, я имею в виду полгода. Запишу такое же видео в конце года и подведем итоги. Естественно, вспомним сегодняшнее видео и, так сказать, кто прав, кто не прав, время все расставит на свои места. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости Украины, вам необходимо что сделать? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете ставить лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, который, я уверен, станет для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах. Да, не забудьте, друзья, подписаться и поставить, естественно, лайк. До встречи в следующих видео.